Это история о том, как я провел 2 дня в филиппинской семье. Я ел то, что едят филиппинцы, спал там, где спят филиппинцы, и даже пил так, как пьют филиппинцы. А началось все с сообщения в Фейсбуке. Малознакомая девушка, которую я вживую даже ни разу не видел в глаза, прислала сообщение. «Эй, приезжай ко мне в деревню, я познакомлю тебя со своей семьей, я покажу тебе нашу деревню, а еще мы собираемся на водопады, присоединяйся к нам». Водопады, девушка. Мое любимое сочетание, подумал я, так что почему бы и нет? Всем привет из Филиппин, я сейчас на автовокзале города Думагети, и мне предстоит путешествие на другой конец острова Негрос в Химамайлан. Зачем вообще я туда еду? Мне в Facebook написала девушка и пригласила в свой родной город. Она обещала показать пляжи и водопады в своем родном городе, и я подумал, что может получиться интересное путешествие. В автобусе в дороге придется провести 3 или 4 часа. Как выяснилось, не 3 и не 4, а целых 5. Расстояние в 130 километров через горы автобус преодолевал 5 часов. По приезду девчонки меня встретили, и все вместе мы на трицикле поехали в их родную деревню. Роза, так зовут мою новую и на ближайшие пару дней лучшую подружку, живет и работает в Маниле. А сюда приехала на пару недель в отпуск повидаться с семьей. Она не ожидала, что я буду снимать, поэтому всячески старалась избегать попадания в объектив. Why? Nothing. Because I don't like to taking a video because I know you're putting your Facebook. Во время моего путешествия на остров Бантаян, если не смотрели видео об этом, ссылочка на него будет по всплывашке и в описании к этому ролику, я узнал, что там ловят много морских гребешков, а блюдо из морского гребешка такая вот фишечка острова. Тут же, на западной стороне острова Негрос, такой вот фишечкой являются устрицы. Устрицы здесь продаются везде за совсем уж небольшие деньги. И пообедать устрицами мы дальше и отправились. 30 each. Okay. Подобного рода уличные заведения, где продают устрицы, здесь повсюду. Одна порция стоит всего 30 песо, и подают их слегка отваренными, чисто чтобы раковина успела открыться, с уксусным соусом. С тем самым соусом, который идет в комплекте к любой уличной еде на Филиппинах. Can you swim and catch talaba by yourself? No, I don't know how to get the. Я не совсем понимал, где мне ночевать этой ночью, и на свой вопрос, есть ли в округе бюджетные отели, разумеется, получил отрицательный ответ. Недалеко было несколько пляжных резортов, и мы поехали проверить их на предмет возможности ночевки там. Цена в 2500 песо за ночь за комнату меня, если честно, не устроила. А резорт закрывался в 6 вечера, то есть после 6 вечера нельзя было пользоваться бассейном, и ворота, ведущие на пляж, тоже закрывались после 6 вечера. Такой себе вариант, если честно, поэтому пришлось согласиться на предложение Розы остаться ночевать в их доме, куда мы дальше и отправились знакомиться со всей семьей. А по пути из резорта водителя нашего трицикла остановила полиция за то, что у него нету водительских прав. Такого длинноносого чуда, судя по всему, они там еще не видели, а поэтому поглазеть на меня собралась вся деревня. По-английски тут практически никто не разговаривал, но всем было очень любопытно узнать, кто я, откуда я.
Моя знакомая представила меня всей своей семье, родителям, сестре, тетям, кузинам и так далее. Они там были практически все родственники. I know. Say hello. Say hello, Nai. Are you always live here? All your life you live here? Say to my subscribers why you didn't go to school. In Ilonggo. Not in Ilonggo, in English. Oh, if you don't know how to speak. I have a question. Are you single? Yes. Нам, конечно, такие ситуации, когда девушка, да еще мало знакомая, сразу приглашает в дом знакомиться с родителями, кажутся очень странными. Для нас это серьезный и волнительный шаг. Но тут все иначе, и не стоит пугаться таких приглашений. Для них это лишь повод для гордости, мол, вот смотри, вся деревня, я дружу с иностранцем. Не нужно пугаться, что вас сейчас начнут разводить на деньги. Но и излишнюю инициативность тут тоже проявлять не стоит. По правилам хорошего тона просто купите к столу немного еды и бутылку рома, и этого будет вполне достаточно, что позже я и сделал. Все-таки оставаться в резорте мне бы стоило намного дороже. Моя новая знакомая показала мне свою комнату и предложила ночевать тут. Вполне себе милая и по-девчачьи уютная комната, несмотря на то, что здесь не было привычных для нас условий. Вместо туалета дырка в полу на улице. Воду для того, чтобы мыться, они берут из колодца, а в комнате не было даже пола. Yeah. Wow. And it's also people sleep here. And your parents live here? Who is it your parents' room? Я даже не уезжал на другой остров, но тут, на западной стороне острова Негрос, все ощущалось по-другому, чем на восточной. Другой набор рыбы и морепродуктов на рынке. Трайсиклы выглядели совсем иначе, чем на нашей стороне. У нас они большие и высокие, а здесь маленькие и низкие. И даже люди здесь говорят на совершенно другом языке. У нас в районе Думагети люди говорят на висайском, а здесь, на западной стороне острова, люди говорят на илонго, и друг друга они понять могут едва ли. Казалось бы, один и тот же остров, но сколько различий. А еще здесь практически нет иностранцев, а следовательно нет инфраструктуры на них рассчитанной в виде отелей, баров, ресторанов, магазинов с импортной продукцией и всего такого прочего. Тут, на побережье, в этой деревне, местные жители делают булат. Булат – это, по сути, основной рацион простых людей на Филиппинах. Булат – это соленая сушеная рыба, которую обжаривают в масле и подают с рисом. Запах при этом стоит специфический. Булат на Филиппинах едят как бедняки, так и обеспеченные люди. Разница лишь в том, что обеспеченные люди едят и что-то еще. Can I take one? Is it yours? I can take one? Смотрите, целые поля сушеной рыбы там, а тут мусор. Многие просто всю свою жизнь добывают рыбу и сушат ее. Сушеная рыба на Филиппинах – это еда нищих. Они не просто сушат ее и солят, а потом еще жарят в масле и кушают с рисом. С пивом даже не пробуйте, она очень соленая и очень сухая. Тут большинство местных жителей так или иначе задействовано в изготовлении этой самой рыбы. Кто-то ловит, кто-то солит, кто-то сушит, а кто-то потом фасует и продает. На следующий день приютившее меня семейство дружно собиралось поехать на водопады, а с вечера они поехали в ближайший город на рынок, чтобы закупиться продуктами. Ну и заодно и взяли меня с собой. 1 kilo? 400. This one 400? Yes, 400. Тут на рынке, помимо стандартного набора из морепродуктов, мое внимание привлекли рачки, похожие на креветок, только с жестким панцирем. И стоили они всего около 100 песо за килограмм или около того. Я таких раньше никогда не видел, да и цена была небольшой, поэтому из любопытства я решил взять на пробу пару килограмм. В нашу деревню мы вернулись уже затемно, и я тут же был облеплен деревенскими ребятишками. Каникулы Бонифация. Hello. Hello.
Say hello. 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 Впереди предстоял совместный ужин, а родственники моей новой подружки намекнули мне, что за ужином бы и выпить не помешало. Намек я понял и в уличном магазине, который был прямо тут же, купил пару бутылок местного джина, что-то в районе 100 песо за бутылку. Впрочем, все было достаточно уместно и ненавязчиво. Помимо стандартного рациона из риса и рыбы, мне приготовили тех самых рачков, похожих на креветок, купленных ранее на рынке. У них жесткий панцирь и мясо меньше, чем в креветках. Отсюда, наверное, низкая цена. Но как закуска, по-моему, самое то. But it's not pasayan. It's А из джина и разводимого водой сока кузина моей подружки приготовила неведомую мной ранее барматуху. Хотя, по-моему, она просто выжгла весь градус из джина. Я впервые вижу такой способ изготовления коктейлей тут. Впрочем, отец моей подруги такое пить не стал. И по классике пил местный филиппинский ром, который называется тандуай. It's my first time I see like that. Really? Yeah, she just destroying alcohol. Ice to taste it better more. Hi everyone. You already burned all alcohol from the gin. Yeah. It's just the juice and ice. Can you be drunk from that? What? Can you be drunk after that? Yes, of course. How do you say you're pretty in Russian? Ты красивая. Trikashua? Why you're laughing? Is it funny? Yeah, it sounds funny. How? Teach me how to say. Dai, don't drink too much. You have to go to school tomorrow. There's no class tomorrow. Yeah, right. It's just a Wednesday. There should be classes. Народу вокруг становилось все больше и больше. Все с любопытством приходили посмотреть на носатого иностранца, объявившегося в их деревне. Кто ты? Откуда? Как давно приехал? Как тебе тут нравится? Почему ты не женат на филиппинке? Пришлось отвечать на вопросы, на которые я уже отвечал, наверное, не 1000 раз. А когда они узнали, что я снимаю блоги, то всей деревней собрались смотреть мои предыдущие видео. А я в этот момент, если честно, был готов сквозь землю провалиться. Ситуация для меня, конечно, странная и непривычная, когда практически незнакомые люди пригласили к себе домой. Моя новая подруга тут же познакомила меня со всей своей семьей, с родителями, с братьями, сестрами, кузенами. Их собралась вся деревня вчера вокруг меня, и я чувствовал себя Бонифацио, как каникулы Бонифация. В доме у них нет даже туалета, а воду они берут из колодца. На мой вопрос, где сходить по-большому, она сказала, что по-большому они все ходят в другой дом. Сейчас покажу колодец. Здесь они берут воду для того, чтобы принять душ. Здесь приятный пляж, но за ним никто не следит, поэтому здесь много мусора. Утром следующего дня мое семейство засобиралось на водопад. Все собрались в одном месте и вместе с вещами погрузились в кузов грузовичка, который повез нас к подножию вулкана Канлаон. Вулкан Канлаон – это самая высокая гора не только на острове Негрос, но и в целом на всех Висайских островах. Его высота достигает почти 2500 метров над уровнем моря. Канлаон – это действующий вулкан, и иногда он напоминает об этом окружающим. Последний раз он извергался в 2016 году. Ехали мы, наверное, около часа. Здесь, у подножия вулкана Канлаон, есть много водопадов и горных резортов, один из которых нам и предстояло сегодня посетить.
Называется он Mystic Forest and Spa Resort. Тут большой бассейн, вокруг которого много беседок для отдыхающих, искусственный пруд с карпами и тилапией, а вода в пруду и в бассейне – это проточная вода из горной реки. Если отсюда спуститься до реки, то можно прийти к водопаду. Тут большой и очень красивый водопад, в прохладной воде которого я, конечно же, не упустил возможность искупаться. А в заводях реки тут живут гуси. Мы пробыли тут почти до вечера. Поплавали, пообедали, пофоткались и даже поспали. И пришло время возвращаться обратно. Все точно так же дружно погрузились в кузов и поехали обратно в деревню. И уже в городе, не доезжая до деревни, я вылез из кузова и поймал автобус до своего города Думагете. Это у меня, наверное, первый такой опыт, когда малознакомая девушка пригласила познакомиться со своей семьей. А точнее, первый такой опыт, когда я на подобную авантюру согласился. Но, тем не менее, поездка мне понравилась. Она меня ни к чему не обязывала, никто мне не задавал неудобных вопросов на тему, а какие у тебя планы на нашу розочку и всякое такое. Да никаких планов, может быть, я ее видел первый и последний раз в своей жизни. Тут все по-другому, просто и незамысловато. А поэтому в такие вот знакомства с родителями не стоит вкладывать такой же смысл, какой мы вкладываем в понятие знакомства с родителями у нас. Я посмотрел, как тут живут простые филиппинцы, и лучше понял их быт. Посетил красивый водопад, поел устриц и новых для меня морепродуктов. Тем, наверное, мне здесь и нравится, что постоянно находишь что-то новое. Новые места, новую еду, узнаешь новые традиции и обычаи местных людей. И в очередной раз удивляешься их абсолютной простоте и беззаботности. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если не трудно, поддержите его своим лайком, комментарием и подпиской на канал. Ваша активность мотивирует меня рассказывать вам больше историй. Всем спасибо и всем мира. Иди сюда. Привет. Привет, Собакин.